Проблема полубака. Практически каждый второй пишет мне вопрос, по какой причине у меня глохнет Mercedes на полубака. И давайте сегодня разбираться. Сегодня я расскажу, что это за проблема и как же все-таки я ее решил. Представьте, у вас загорелась лампочка, нехватка топлива, вы заехали, залили 10-15 литров, но этого же вот достаточно для того, чтобы доехать домой, не так ли? Отлично, вы поворачиваете ключ зажигания, а машина не заводится. Ёлки-палки, вы не знаете, что делать, берете эвакуатор, либо еще просите друзей и едете на галстуке домой. Да, и потом вы начинаете менять все, начиная от бензонасоса, заканчивая чуть ли не двигателем. Но вот в этих машинах, не только, конечно, в этих Мерседесах, но и в большинстве именно вот этих машин есть такая проблема полубака. Если в большинстве нормальных человеческих машин эта проблема решается съемом бака, чисткой и так далее и тому подобное, то в Мерседесе 202 эта проблема стоит особенно остро, и я вам расскажу почему. Дело в том, что в Мерседесах этих годов бак пластиковый, разделенный на две части. Если в 124 или 210 Мерседесе его можно просто снять, и он представляет собой стенку между задней частью пассажирами и багажником, то в 202 Мерседесе он установлен вот таким вот образом под днищем автомобиля. Каким образом работает наш бак? Есть левая или правая часть нашего бака разделенная. Такое решение сделал производитель именно за счет того, что через бак проходит кардан и выхлопная система, и он разделен на две части, левую и правую. И вот, когда вы заливаете топливо, изначально топливо попадает в резервную, так сказать, левую часть, и насосом перекачки перекачивается в правую часть. Так вот, и эта проблема возникает из-за того, что по каким-то причинам насос перекачки не перекачивает топливо с резервной части бака в основную, и поэтому вы глохнете. Почему бак установлен именно под днищем автомобиля? Для развесовки или для большего геморроя пользователей мы, возможно, уже не узнаем. Но самая подлянка скрывается в том, что, открывая и пытаясь каким-то образом достать до него, как в обыкновенных автомобилях, открывая заднее сиденье, мы не сможем это сделать. Никаких колб доступа к баку мы тут не найдем. То есть там будет обыкновенное железо. И единственный способ, как снять этот бак, это снять его именно с-под днища. Но проблема заключается еще в том, что для того, чтобы снять этот бак, нам нужно проделать такие жесткие телодвижения. Обязательно вы поломаете крепление бака сгнившее, обязательно вы поломаете все шланги. И, в общем, это вообще очень жесткая тема. Большинство СТОшников даже за эту грязную работу не берутся. И в гаражных условиях это сделать будет без подъемника очень-очень сложно. Опять же, почему? Потому что нету доступа к этому баку заднего сидения, нету. Есть только сверху, он прикручен таким вот образом, что эти сами колбы, перекачивающие насосы, откроются только тогда, когда мы его полностью положим на землю. А за счет выхлопной системы, которая там идет, за счет карданов и подрамника, это сделать очень-очень сложно, ребята, очень. И, конечно же, вы зададите вопрос, а что же все-таки делать с этим баком, елки-палки, если у меня машина глохнет, доходя до половины бака, ведь вроде остается 30 литров, даже больше, и можно ездить, но машина глохнет. Дело в том, что я принял для себя решение каждый день, заезжая домой, заправляться до полного бака. Причем, почему я принял такое решение? Потому что у меня не работает датчик уровня топлива. И тоже для того, чтобы к нему добраться, его там как-то заменить, мне тоже нужно снимать бак. Вот, я когда принял такое решение, я постоянно, приезжая домой, через день, через два я заливался до полного бака. И потом, в какой-то момент, когда я забыл заполниться до полного бака, я увидел, что у меня эта проблема ушла. То есть машина перестала глохнуть на половине бака. То есть достаточно продолжительное время, заполняясь до полного бака, каким-то образом эта проблема, которая появилась абсолютно нежданно-негаданно, также нежданно-негаданно и ушла. И поэтому единственное решение проблемы полубака это является именно, как ни странно, заполнение машины до полного бака. И даже если она у вас продолжит глохнуть на половине бака, я думаю, что на 300 километров пути все-таки вам хватит даже половины бака
бака. Я думаю, что каждый день вы на продолжительные поездки не ездите в пустыню, где нет никаких заправок, поэтому для вас, в принципе, через каждые 300 километров заправляться не будет никаких проблем. Да, это гемор, но все-таки это дешевле, чем снимать этот бак. Поэтому абсолютно вам решать. Я, конечно, не человек в последней инстанции, я не суперпрофессионал и ремонту. Я принял для себя такое решение и не прогадал, эта проблема для меня ушла. Поэтому я предлагаю вам подписаться на канал, потому что будет очень много чего интересного. Еще есть пара вопросов, очень часто, которые мне попадаются в комментариях, на которые в ближайшее время отвечу. Поэтому, друзья, с вами был Олесь Гроднев. Пока, увидимся.